Всем привет, дорогие друзья, я Вадик, и последние 2 недели меня не было на этом канале, да и вообще нигде не было. Я чуть-чуть приболел. И сегодня я расскажу о небольшой, но очень интересной школе для творческих людей – Profile School. В ней обучают работе с графикой, с видео, аудио, фотографией, 3D и даже есть курсы по искусству. Например, история искусства или концепции и практики современного искусства. Это удивительно. Такие темы уже интригуют, потому что в современном мире онлайн-образования, где главное деньги, школы обычно выбирают самые популярные и хайповые темы. Это, само собой, заработок денег. С этого, кстати, начинал Skillbox, а также Photoshop, HTML и так далее. Все по вершкам. Они просто берут самые популярные слова из тех, что ищут пользователи, и лепят курс. Например, профессии full-stack дизайнер не существует, но люди часто ее ищут по аналогии с full-stack программистом, и школы начинают преподавать full-stack дизайн. Не просто по-новому собирают видео с разных своих курсов. У Profile такого нет, что, собственно, и сказывается на их популярности. Доход у них скромный, рекламы я тоже не видел нигде, и почти нет отзывов на ютубе. Это несмотря на то, что на их канале 150 тысяч подписчиков. Я нашел только один независимый видеоотзыв про эту школу. В итоге я поняла, что международные отношения не мое, а видео это мое. Так что мой будет вторым. Профайла нет в топах по выручке, что вообще-то странно, ведь там даже есть way up твой счастливый билет в Таиланд. Этот топ меня очень удивил, ведь на первом месте по доходам вышел Аяз Шабуддинов. Он даже обогнал лидера рынка Skillbox. Про него мы, конечно, говорить не будем, ведь у нас серьезные видео о профессиях, а не о том, как материализовать деньги из воздуха. Прости, Аяз. Итак, Profile я нашел совершенно случайно. Он занимает первое место поиска по достаточно узким темам, вроде монтажа Final Cut. Да, это та самая программа, ради которой и покупают макбуки. Свой обзор я начну с сайта. Те, кто давно меня смотрят, знают, что я достаточно давно работаю UX-дизайнером, и у меня есть небольшое раздвоение личности. С одной стороны, я знаю, какими способами можно увеличить конверсию и принести своему клиенту больше денег. Это главное умение дизайнера. С другой, мне совершенно не нравится, когда эти темные паттерны применяют против меня. И что самое интересное, даже если вы эксперт в UX-дизайне и все понимаете, темный паттерн все равно может сработать против вас в определенных условиях. Так у меня случилось год назад со Skillbox, когда одновременно совпало одно мое неудачное собеседование, желание обновить свои знания, харизма Попкова, скидка и ограничение по времени. И я попался. Посмотрите, если еще не видели. В Profile же сайт не продающий. Здесь нет никаких уловок, нет ни ограничения по времени, ни навязчивых скидок, ни написанных копирайтерами отзывов. И обещаний трудоустройства тоже нет. Это, кстати, бич современных школ. Как вы понимаете, ученики все разные. Кто-то приходит подтянуть свои знания, уже пару лет проработав по профессии, кто-то только начинает, а кого-то заставляют родители. Мотивация у всех разная, и результат тоже. Очевидно, что школа не может прогнозировать, насколько хорошо будет учиться студент, и, соответственно, не может давать никаких гарантий по трудоустройству, но очень хочет, потому что это главный запрос от людей. И все эти курсы вертятся как ужи на сковородке, чтобы вроде пообещать, а вроде и себя прикрыть. Гарантий нет ни у кого. Так вот, простецкий сайт – это для меня не минус, а скорее наоборот. Он не давит меня, не заставляет покупать. Такие сайты вызывают у меня больше доверия. Скорее, увидя скидку в 50%, я заподозрю что-то неладное. Что же это за продукт такой, который всегда по скидке? В Profile скидки есть, но только если вы бронируете курс сильно заранее. У меня лично возникает ощущение, что при таком слабом маркетинге этой школе остается рассчитывать только на свой качественный продукт и сарафанное радио. И действительно, под каждым курсом десятки, а местами и сотни ничем не приукрашенных отзывов. Есть и негативные, с одного я просто выплыл в осадок. Я процитирую. Вместо знаний, пошлый юмор и тупые шуточки, преподаватель сравнивает 2 режима наложения слоев в фотошопе с братом и сестрой, которые согрешили, и в результате у них появляется незаконно рожденный ребенок. Еще один режим. Если по мнению преподавателя это смешно, то для меня такой юмор слишком пошлый, больше на извращение смахивает. И дальше, мало того, что это просто неприятно слушать, так надо еще на основании всех этих родственных связей делать логические выводы, чтобы дать правильный ответ на тестовом задании. Ольга, 19 декабря 2020. Ну что сказать?
Это одно из лучших объяснений работы режимов наложения, которое я только слышал. Даже я, много лет работая в фотошопе, до сих пор не выучил, какой слой что и как делает. И обычно выбираю тупо перебором. А тут кратко, логично и образно. Ну, преподаватели тут, конечно, с харизмой. Заходя на сайт любой школы, я начинаю гуглить преподов. В большинстве школ на курсе их целая группа. Обычно есть паровоз, это известный человек, лидер общественных мнений, который привлекает к себе внимание, но сам особо не участвует в процессе. Так у меня было с UX Skillbox. Я пришел учиться к Попкову, основателю известной дизайн-студии, но он сделал только хорошее бодрое вступление и пару уроков с разбором кейсов своей студии. Конечно, это было полезно, но саму суть преподавали никому неизвестные неподготовленные люди. Возможно, они и хорошие специалисты, но опыта рассказывать у них не было никакого. А на проверку домашних заданий школы обычно ставят вежливых и приятных людей, которым пишут подробные инструкции, как отвечать на вопросы. Я сам видел такие. Особое внимание там уделяется тону коммуникации, чтобы никто из учеников не обиделся. В итоге у тьютера, то есть у человека, который отвечает на домашние задания, уже есть база из вежливых пространных фраз, из которых он, как из конструктора, составляет конкретный ответ ученику. В профайле же по-другому. Каждый курс ведет один конкретный человек, которого можно заранее загуглить. Он же отвечает на вопросы и домашние задания на прямой трансляции. В моем случае это был Дмитрий Ларионов. Задача быстро научиться, быстро освоить, сесть и поехать. Так как я проходил курс по монтажу. Зачем нужен курс, если все есть в интернете? Очевидно, что все блогеры стараются снимать видео на простые и популярные темы. Если речь идет о монтаже, то обычно рассматривают бесплатные программы для монтажа. Это информация, которую я агрегировал из различных источников. То есть инструменты, либо их отдельные функции, которые пользователи часто ищут. Про теорию особо никто не рассказывает, тема узкая. В дизайне, конечно, все рассказывают про фигму. Фигма. Вы не ослышались. А программирование схлопнулось до единственной темы «Как стать программистом», где блогеры годами об этом рассказывают с разных сторон. Мне же нужна была теория монтажа. И тут мы переходим к самому интересному. Все занятия в профайле проходят онлайн. То есть прям как в реальном вузе. Все студенты собираются к определенному времени и ждут преподавателя. Обычно это вечер по Москве. Первый час комментируются домашние работы. Честно скажу, мне это не очень понравилось. Немного затянуто, но можно подключиться на час позже и смотреть сразу основную тему занятия. Из минусов онлайн-трансляцию не убыстришь 2 раза, но хорошо, что есть записи каждого урока. С другой стороны, преподаватель живо реагирует на все вопросы чата и отвечает подробно. Также преподаватель может внезапно почувствовать себя плохо и занятия переносят. Мне было очень неприятно, ведь до этого я выждал час просмотра домашних работ. Для объективности я пообщался с ребятами в чате. У Ларионова там целая группа фанатов, которая себя называет сектой Ларионова. Им очень нравится этот преподаватель, и они готовы идти на все его курсы. Лично для себя я сделал вывод, что мне не очень подходят курсы с видео. Я больше люблю читать. Возможно, у меня просто не хватает мотивации, или темы для меня показались слишком простыми. Преподаватель покритиковал какой-то фильм, и я отвлекся и пошел смотреть этот фильм. Хорошо, что к каждому занятию есть подробные конспекты. В итоге, всего за 15 тысяч рублей вы получаете и конспекты, и личное общение с преподавателем, и записи этих уроков по конкретной теме, без всяких отвлечений на программы. Мне понравилось. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!